Сегодня 16 января 2022 года. Меня зовут Лена, и я нахожусь на Алтае. За мной течет вот речка Катунь. И приехала сюда я не только чтобы отдохнуть на природе, но и кое-что рассказать. У нас в мире все меняется. То, что я видела в детстве, какое место бы на планете, оно вот меняется лет там, вот за сколько? Мне 28, за 28 лет сильно поменялось. И чтобы через 50 лет там глобальное потепление, всякие перемены, которые наносят человечество друг другу, разным местам на Земле. Поэтому мне хочется записывать все места на планете, где я оказываюсь, чтобы зафиксировать, как они выглядят именно сейчас и в каком виде они сейчас, в 2022 году. Для тех, кто посмотрит их в будущем, посмотрит и поймет, может быть, каких-то мест не будет, какие-то будут затоплены, какие-то останутся прежними, но быт людей совсем поменяется. Тут я сейчас снимаю на камеру Fujifilm, такую ручную. Посмотрим, на что лет через 50-60 люди будут записывать. Поэтому мне хочется зафиксировать жизнь на нашей прекрасной планете в 2022 году. Сегодня будем смотреть на Алтай. Небольшая ремарка. Я хочу здесь, в этом выпуске, показать Алтай и туристический, потому что сейчас, вот в период ковида, мы сейчас живем уже, не знаю, сколько еще будем жить, вот этот ковидный период, когда все болеют, границы закрыты, столько ограничений, не знаю, как в будущем вы будете описывать этот период. И, собственно, я вот даже сейчас сижу, болею. Люди стали активно ездить по своим родным местам в своей стране, потому что за границу не выехать. И Алтай стал еще более туристическим. Я хочу показать вам и туристический Алтай, и не туристический. Почему для меня важны эти места? Мне так просто это важно рассказать, вот, потому что Алтай, оно как, не знаю, как зеркало, потому что здесь, на Алтае, конкретно видно каждый след, который оставляет не только мы, но и любой вид человека, и, в принципе, как Земля менялась. Поэтому на Алтае все видно и понятно, и в целом в этом месте ты себя чувствуешь, ну, как нигде хорошо. Начну я с туристического Алтая. Буквально пару недель назад мы с друзьями поехали туда на машине. Из Новосибирска до Алтая ехать примерно часов 5. И не знаю, как там будет в будущем, но сейчас в России хорошие дороги в Москве и на Алтае. Может, где-то еще, но не так много мест прям с такими хорошими дорогами. Вот, потому что это очень туристическое место, и туда вкладываются деньги. Какая основная программа людей, которые ездят в самые такие топовые места на Алтае? Это съездить, снять красивые домик, потому что сейчас это очень развито, всякие глэмпинги, лагеря, там супер там модные домики для Инстаграма. И там, не знаю, летом это сплавиться по реке, зимой пожарить шашлыки, сходить в баню, погулять по красивым зимним местам или летом сходить в походы в горы или озера. Мы, собственно, так поступили, потому что на Алтай приезжают именно, и я туда езжу лет со своих 4, меня туда родители берут. И это, наверное, важное место для любого человека из вот этого региона, Новосибирск, Алтайский край, все, что вокруг, все ездят на Алтай, и это для всех место такое вот перезарядки, отдохнуть, увидеть прекрасную, как будто бы нетронутую природу, сходить в поход или с друзьями отдохнуть, и это место действительно очень важное для многих людей. И мы поступили так же. Приехали, пожарили шашлыки, сходили в баню зимой, летом люди прыгают в Катунь, потому что она очень холодная, зимой мы прыгали в снег. Не видно? Вот, в принципе, на Алтае даже особо далеко ходить не надо, устраивать какие-то супер далекие походы, чтобы увидеть красоту. Она вот реально везде. Эти горы, это невероятной красоты воды река. Просто это очень трудно описать словами. И ты стоишь вот в этой тишине зимы, вот этой красоты реки. Да, у меня описательные способности просто великолепны. И чувствуешь себя очень спокойно и очень-очень хорошо. Я не знаю места на Земле, где бы вот так природа на меня действовала, что я себя чувствовала прекрасно. Например, вот в Польше, где я сейчас живу, есть Карпаты, Татровский заповедник. Это тоже очень прекрасное, природно красивое место, но там все оборудовано для людей, многие места. Поэтому нет ощущения какой-то вот такой дикости, заброшенности природы, что ты где-то остался один на один с горами и так далее. В общем, мы погуляли
возле речек, походили по подвесному мосту. Мне кажется, даже в детстве была на таком же мосту. Сходили до озер, которые образуются только зимой, потому что на самом деле это замерзшая река, она как бы замерзает и оставляет только небольшие озерца на своих местах. Это все очень красиво, и я очень люблю эти места. И мне кажется, сколько бы ты ни приезжал на Алтай, я, если честно, мне кажется, мне пальцев рук не хватит, сколько раз я была на Алтае. И всегда что-то новое, всегда что-то красивое. Это просто невероятное место. И оно невероятное вот именно в контрасте величия и красоты природы и каких-то вот таких... Вот они пытаются вроде на Алтае сделать все супер туристическим, но очень много мест все равно каких-то таких аутентично, скажем так, всратых, если можно так сказать. Например, едем обратно по дороге, и там есть место, шашлык у Михалыча или что-то такое, и там вот этот, собственно, мужчина Михалыч продает лучшие чебуреки, которые я ела. Вот чебуреки, я не знаю, надеюсь, это то, что сохранится в будущем, потому что это великолепное, прекрасное блюдо. И у Михалыча лучшие чебуреки. А вот этого уже не будет места у Михалыча. Это то, что уходит. И Михалыч еще, мало того, что делает лучшие чебуреки, так он еще бесплатно медовуху наливает. Медовуха – это очень вкусный напиток. Кстати, по-моему, в Европе его нет. Это основанный на меде, потому что фишка Алтая – это вот мед и спиртовой напиток, такой сладкий, тягучий и очень-очень вкусный. Тебе сколько наливать? Половину. Вот. Да. Я даже, если честно говоря, не представляю, где Михалыч взял вот такую бутылку в виде футбольного мяча, и что в ней было до этого, я даже знать не хочу. Не хочу знать, из чего я налила себе медовуху. И вот такие люди, мне кажется, они создают полную картину Алтая, то есть или каких-то таких мест, когда, несмотря на весь туризм или пафос, который начинается вокруг этого места, они как-то дают атмосферы и приятной домашности, что ли, таким местам. Вот я бы хотела показать не туристический Алтай, а как вообще выглядит обычная деревня на Алтае, допустим, и как там люди живут. Например, мы каждый год ездим с мужем в село Солонешное, откуда предки моего мужа по стороне мамы. Мы туда каждый год приезжаем, и алтайские деревни, они такие чистые, аккуратные, тихие и очень спокойные. А когда еще люди живут в горах, это всегда создает такое ощущение, что ты спрятан от всего мира, и тебе там как бы тихо, спокойно и хорошо. Вот примерно такое же ощущение, атмосфера вот в этой деревне Солонешная. И мне не одной так кажется, что жизнь вот такая в горах, она такая, тебе кажется, закрытой, ты как будто спрятал всех там тихо, спокойно и хорошо. Я не одна так считаю, и не одна чувствую вот эту атмосферу покоя, отдыха и какой-то вот единение, скажем так, с природой. Допустим, предки моего мужа, они переселились на Алтай там в конце 17-го, в начале 18 века, потому что они были старообрядцами, и они здесь на Алтае скрылись от, скажем так, преследования вот, по поводу веры. Второе, вот именно рядом с селом Солонешное, в Солонешенском районе, найдена очень важная историческая находка, которая перевернула археологию. В Солонежском районе есть пещера Денисовская, где найдена фаланга пальцев или какие-то остатки костей, по-моему, челюсти или зуба, что-то такое. И обнаружили, что это на самом деле вообще новый вид человека. Назвали этот вид человека Денисовский человек. Представьте, что ученые копали в этой пещере, нашли около 2000 разных костей и искали среди них именно останки денисовцев. И нашли кость маленькой девочки, и когда дали ее на исследование, выяснилось, что это кость. Один родитель был неандерталец, а второй родитель был денисовцем. То есть получается, что эти виды на этой территории, они как-то пересекались и образовывали семьи, я не знаю, как это еще сказать. В общем, мне кажется, это очень интересно. Плюс, что для меня поразительно, может быть, в будущем будет ответ на этот вопрос, может быть, он уже есть, я просто его не знаю. Буквально в 15 километрах от пещеры Денисовской, вот это археологи еще до этого нашли древнейшую стоянку человека, вот, относительно Средней Азии, это древнейшая стоянка человека, то есть еще очень-очень давно, еще раньше, чем денисовский человек, вообще очень давно предок человека оставался в этом месте и жил в этом месте. Это к чему я вообще все эти факты про Алтай рассказываю, почему мне кажется это нереально важно и нереально интересно. Потому что помимо того, что я смогла побывать на туристическом Алтае, там вкусить все радости отдыха на природе, я еще обязательно съездила во все эти исторические места и побывать в тех же местах, которые были вот прям вот в
тех, где были наши предки очень-очень давно, то есть, наверное, невозможно представить это время. Плюс еще мы с Сашей были в таком месте, оно сейчас туристическое, называется Марсово поле, по-моему, потому что там очень красивые пейзажи, как будто бы как на Марсе. А Саша, когда учился в университете на геолога, у них проходила геологическая практика на этом месте, потому что там в этих слоях очень хорошо видно какие-то там отложения. Суть в том, что Алтай, он как будто бы сохраняет все следы истории Земли, или истории человека, или его предков человека. То есть здесь все остается, и вот буквально в этом месте можно проследить буквально все события, все, что происходило с Землей или с видами человека. И получается, так вот я к чему это веду, то есть на Алтае видно все наши следы. И сейчас на Алтае тоже становится видно следы, которые конкретно я своим мусором, конкретно мы оставляем, приезжая на Алтай. Конкретно видно, что происходит с Алтаем из-за глобального потепления. То есть этот след, он не уйдет. То, как мы жили здесь сейчас, оно останется и будет видно также на Алтае нашим вам, потомкам. Может быть, еще дальше будет еще сильнее видно наш след. Вот, допустим, в Nature было исследование, которое рассказывает, что из-за глобального потепления меняется, в принципе, природный ландшафт Алтая, меняется из-за того, что на вершинах становится теплее, туда уходят условно деревья. То есть вся экофлора и фауна, она начинает меняться на Алтае, чего не менялось там с 50-х годов. То есть очень сильно ускорился весь этот процесс, и то, каким мы природно видим Алтай сейчас, возможно, вы уже, наши потомки, видите его совсем другим, ну или он также в процессе видоизменения. И то, сколько мы мусора оставили, или как изменился вот природный климат из-за глобального потепления, это тоже останется таким же следом, как вот стоянки древних людей. И поэтому мне хотелось именно рассказать про Алтай, потому что это очень место важно для меня именно как для человека, потому что я туда приезжала, я не знаю, множество раз, и сколько там событий со мной происходило в этих местах, сколько мы мужем отдыхали хоть в этом прекрасном селе Солнечное, потому что там живут прекрасные люди, и вообще на Алтае живут прекрасные люди. И это место важно для меня, и, я думаю, для множества людей тоже. И хотелось бы, чтобы мы как-то повнимательнее относились к тому, куда мы приезжаем, собственно, отдыхать и, скажем так, перезаряжаться этим местом силы. Потому что Алтай — это не только вот красивая природа. Алтай — это, не знаю, вкусная медовуха от Михалыча и чебурек. Алтай — это прекрасные люди живут, которые приезжают на практики, на геологические или археологические, узнают побольше про денисовского человека. А так как археология все время что-то находит, и буквально за пару лет очень многое стало известно, то в будущем, наверное, еще больше стало известно про эти места, может быть, еще больше находок, и это пролило свет на более глобальные, еще на историю человечества. Поэтому я надеюсь, что мы не сильно засрали Алтай, что есть еще шанс, что все будет не так плохо в будущем. Я надеюсь, что мы сможем как-то взять себя в руки и относиться более трепетно к месту, которое приносит нам столько пользы, красоты и является домом для таких людей, как Михалыч, или для людей, которые живут в Солнечное, и является местом отдыха для таких людей, как я. Ну и тем более еще местом для всяких прекрасных зверюшек. Вот. И если что, простите нас то. И я надеюсь, что все не так плохо с Алтаем в будущем. А вам, мои современники, я говорю, поддержите мой проект по вот, записи каждого места на планете, то, какое оно есть сейчас. Можете нажать кнопку спонсорства, подписаться на этот канал. И, ну, пожалуйста, будьте внимательны относительно того, сколько вы мусорите. Хотя бы. Ну, как минимум. Все. Всем пока. Я пошла лечиться дальше.